Доброе утро, 21 июля, понедельник сегодня. И я с утра не ходил гулять, пойду после обеда. Вот, а сейчас иду в Нетто. Там началась новая неделя торговая, и, соответственно, новый акционный журнальчик вышел. И в нем есть ошеек по 2,5 приблизительно килограмма упаковка и по 5 евро 49 центов. Можете, кому интересно, сравнить цены, да, на мясо в тех странах, где кто будет смотреть, если интересно. Вот, и хочу я купить кусочек этого ошейка и сразу себе шмат там грамм 250 приготовить на обед, а может и побольше. Нравится мне эта идея низкоуглеводного питания. Сейчас как подумаю про этот ошеечек жирненький, мне прям хорошо становится. Поэтому мясоедство в какой-то мере точно мое. Судя по тем эмоциям счастливым, которые испытываю, даже мысли о нем. Такие дела. Ну вот она, мясинка моя любимая. Короче, наморосил я не 5,49, а 5,79. Ну, тоже неплохо. Не знаю, выбрал такой до 15 евро кусочек. Короче, по максимуму жирный. И сейчас, наверное, 250 это маловато. Как бы не с полкилограмма. Я сейчас заварю себе, запарю, вернее. Я на пару готовлю такое в мультиварке. Корзинка там специальная такая, пластиковая. Ложишь туда и, в общем, вниз воду. И оно тушится. Я что-то так привык всю еду, короче, с мультиварки так и ем. Ну, каши только варю по-человечески. Остальное все, мясо, рыба, овощи, все в этой штуке на пару готовится. Я пошел гулять. Интересное замечание такое есть. Наелся же этого ошейка в обед. Значит, там раздел его, поделил на порции и приготовил. Было в сыром виде 465 грамм. А готового получилось 255 грамм. То есть, блин, на 45% потеря веса. Нифига себе. Интересная такая штука. Ну, в общем, съела эти 255 грамм. И что-то там грамм где-то 150, может, тушеной морковочки тоже с ним сделал. С ошейком этим. И, блин, я прям так наелся, аж, мне кажется, аж переел. То есть, ощущение такое, как бы, ну, тяжести в желудке именно. Не знаю почему. По объему это немного было, короче, потом попил чаю, как обычно, поэтому очень странно. И причем уже такое чувство, что вроде как даже чересчур было еще в процессе доедания. Как это работает, не пойму. Ладно, там, короче, по объему оно точно не должен был бы желудок среагировать. Я там раньше салатиками бывало так закидывался, что именно походу жир сработал, потому что, ну, жирные куски были довольно-таки. То есть я еще не доел, а я уже такой чувствую, блин, можно и хватит. И это всего 255 грамм. Странно. Ну а так, как бы сейчас, ну, по ощущениям нормально. Немножко спать хотелось, как обычно, после сытного обеда. Ну, хз. В общем, пойду гулять. Так, что еще интересного было, пока дома был? Значит, пришло мне уведомление в джоб-центровское приложение о том, что будет у меня термин у оператора моего. Я так понимаю, по поводу окончания курсов моих. Вот, на 6 августа назначена встреча. И это прекрасно. То есть у меня еще есть пару неделек отдохнуть. Ну а там уже буду проситься на City Логистика этого, как я и говорил. Ну, посмотрим, что она мне скажет. Вот. А по поводу банка пока глухо. Заходил сегодня в приложение. Вроде уже обед понедельника, но висит типа ваша заявка на рассмотрение или что-то такое. Поэтому не знаю пока, чем это закончится, эпопея. Ну, посмотрим. Вон он опять летит. Транспортник какой-то. Блин, это ж надо. Прошло буквально 7 минут, 10 может, и приходит письмо от С24, типа добро пожаловать, ваш счет активирован, туда-сюда, карта придет в течение 10 дней, ну там дальше вот это расписано, мол, ознакомьтесь с приложением, вот это вот все. Я еще в приложуху не заходил, наверное, уже дома этим займусь. Да и может карту сначала дождусь, мне-то по сути там спешки никакой нету, главное, что счет открыли и слава богу, ну а там посмотрим, как это будет все работать. Так, интересное наблюдение.
я вот говорил о том, что давит в желудке, да, вот сейчас я походил, и у меня уже, ну вот на данный момент где-то минут, наверное, 5 как прошло это ощущение, но до этого полчаса назад где-то возникла небольшая боль в левом подреберье, то есть, скорее всего, поджелудочная. Я с GPT-шкой проговорил этот момент, объяснил, что ел, как бы какая ситуация. Он говорит, да, скорее всего, из-за полипоза желчного и так далее, вот это количество жира, которое ты съел, оно как бы чрезмерно, и типа будь аккуратен, но он опять же там переживает, чтобы я в общем, не газовал так, типа вот эти вот всякие оливковые масла, давай опять тулит свою эту пропаганду, короче, растительную, мне авокадо, вот это вот все ненасыщенные жиры, но это же не совсем то, что я хочу, поэтому я пока что думаю насчет того, чтобы все-таки не газовать с животными жирами, потому как я и сегодня в кашу там с утра добавил грамм 10 масла, наверное, и вот это вот жирного шейка на радостях нажрался. Ну, не то, что на радостях, а просто я прям это увидел его, и мне так захотелось, я пока разделал, думаю, блин, сейчас я его как стушу, и прям капец. Но я еще довольно быстро и поел. Тоже как-то набросился на это мясо. Ну, в общем, смысл такой, что надо очень-очень все аккуратно. Похоже, что я за последнее время отучил организм от такой еды в таких количествах, опять же, и плюс этот полипоз дает о себе знать. Хотя сейчас по поводу этих полипов я вообще, короче, не знаю, надо делать повторное УЗИ, потому что не внушает мне доверия этот врач. Она уже вроде уволилась, там ребенок мой к ней тоже был записан, но позвонили по термину ребенка, сказали, этот врач у нас больше не работает, мол, хотите перенесем там на кого-то другого. Мой же термин активен, и мне еще никто не звонит. То есть странная ситуация, как бы не знаю, идти мне к немецкому врачу, не идти, с переводчиком, без переводчика. В общем, сам сейчас думаю об этой ситуации. Ну, надеюсь, все-таки они позвонят, потому как тоже в августе, это вот в начале августа будет термин. Вот такие дела с ошейками, с желчными и с ощущениями у поджелудочной. А вообще, конечно, GPT-шка приколол меня сегодня утром. Я обычно, когда вот этот видеодневник публикую, потом утром у меня есть пара минут, чтобы заняться оптимизацией. Я скармлю ему субтитры, и он мне выписывает основные темы, которые я затрагиваю в этом дневнике, в каждом ролике. Ну и, соответственно, я их пишу в описании, чтобы потом легче ориентироваться, находить то, что меня интересует, когда. Вот, и он же сегодня такой что-то, обычно он просто делает то, что я ему говорю, выпиши и все. Ну и уже там по стандарту в одном открытом окне я каждый раз туда добавляю, каждый день, и он просто продолжает делать. Это сегодня его что-то пробило в креатив, и он такой говорит, слушай, а ты не хочешь, говорит, чтобы я создал тебе типа нормально для продвижения кликбейтное название, там что-то еще. Я говорю, ну окей, давай, типа для прикола, думаю, посмотрю, что же он там напишет. Но это за вчерашний ролик. И он там такой шок, 3 больших буквы, шок, вот это 3 восклицательных знака, что-то там холестерин, туда-сюда. Ну, в общем, где-то по смыслу то же самое, но настолько гипертрофировано. Я такой представил, думаю, что будет, если я сейчас поменяю это название. Ну, реально думаю, да, какие-то эти, типа, заходы на ролик будут, если бы я еще там картинку какую-то бахнул, ну или он бы мне сгенерировал на эту тему, там с чуваком, который за голову держится или еще что-то, то просмотры по-любому я бы начал получать какие-то. Но это же, я представляю, чтобы это было интересно, как сейчас у него алгоритмы работают. То есть это были бы пустые заходы, тот, кто бы в надежде реально на шоке, на вот эту кликбейтную инфу заскакивал туда, он бы сразу, скорее всего, терялся, не вывозил бы мои длительные муторные рассуждения и все такое. Поэтому это, наверное, наоборот бы просаживало канал. Ну, как бы, что там просаживать? Там и так по 10 просмотров. Не то, что там я эти видео не для просмотров снимаю, а для, как бы, для своих собственных заметок и для контроля ситуации, скажем так. Ну, то есть даже сейчас по этим ощущениям при вот изменении питания и так далее я в любой момент смогу отследить, что как, какие были у меня там симптомы или ощущения в тот или иной день.
Вот, но, конечно, если еще делать параллельно вот такой кликбейт, это что-то будет чем-то. В общем, там сегодня в GPT-шке заступил на смену какой-то, блин, опять креативщик, бизнесмен, который норовит все помочь людям в этом плане, продвигать все хочет. Повисел немножко там на кольцах, вот на детской горке этой. Так хорошо, блин, спина уже забыла, как это, блин, на турничке висеть. Вот, и иду сейчас домой уже с прогулки, слушаю от чата GPT лекцию на тему вот вообще как бы этой ситуации, что сегодня произошла у меня с обедом, да, с самочувствием. Попросил его полностью рассказать, как, ну, что произошло в организме, да, там попала жирная еда в желудок, там пошел сигнал туда-сюда, почему заболела в конце концов поджелудочная, есть ли проблемы с желчным, потому что я всех этих вещей физиологических как бы не знаю, ну, так, может, в общем, понимаю приблизительно, как это должно работать, но тем не менее вообще не настолько, как нужно для того, чтобы делать такие эксперименты, скажем так, со своим организмом, поэтому прослушал эту лекцию, сейчас еще разок переслушаю, и чтобы в будущем не повторять этих ошибок и более грамотно к этому всему подходить. В том числе мы с ними проговорили, как можно натренировать вот такой поджелудок, вернее, желчный пузырь, как у меня, с полипами и так далее. Как действовать правильно, чтобы не перегружать его каждый раз. Оса прилетела, на руке сидела, сдул ее. Вот, чтобы каждый раз, когда я свою любимую жирную еду буду есть, чтобы не было этих приступов. То есть будем потихонечку тренировать его, готовить к этому. Ну, как-то так. В общем, такие сегодня были у нас мысли, приключения и так далее. Пошел я домой. До завтра.